Поход из серии «Куда я иду и зачем я иду?». Моросит мелкий дождь, нависшее серое небо, грязища, потому как дождь моросил ночь и первую половину дня. И я иду куда-то вот в тот дальний лесок. Куда-то туда. Сегодня у меня поход планируется с ночевкой. Дорога вот примерно такая. Горело грязища. Вот он, Северский Донец. Где-то вот там паром. А я сегодня пойду бродить в этот массив леса. Где-то там буду искать местечко для стоянки. Вот. Постараюсь поглубже как бы зайти подальше от троп всяких и дорог. И там обосноваться. Пока иду вот по такому лесу дубовому. С таким вот подлеском густым. То есть прямо не пройдешь так, чтобы куда глаза глядят, а надо вот все время лавировать. Ну, а вот эти дубы, конечно, радуют. Они такие довольно большие, довольно симпатичные. Особенно радует зеленая часть нижняя дубов. Она такая яркая. Так, а этот дубик, похоже, умер. Да, умер. Ну, а теперь забурилась вот в такие дебри мрачные. Мрачный лес. Кричат вороны. На пне растут великолепные красивые грибочки. Ищу место для стоянки. Обратите внимание, насколько четкая, явная, хорошо протоптанная звериная тропа. Это 100% звериная, потому что вот человеку тут пройти весьма сложно. Все так же иду по звериной тропе. И путь этот, надо признать, пролегает в пустырни, так сказать. Реально не просто идти, но чуть проще, чем рядом. Фу, и она идет и идет дальше. Любопытно, что это за животное тут пробежало. Вернее, не животное, а скорее всего много животных. А это что у нас за грибочки? На пенечке. Неужели вот эти опята? Никогда не собирала опята, не знаю даже, как правильно они выглядят вживую, в реале. Ну, в общем, грибники, если подскажете, буду рада. Пытаюсь понять, чья это звериная тропа. Вот след вот такой вот, его плохо, правда, видно. Может, эти кабанчики тут бегают. Учитывая, что тропа в основном проходит под ветками, внизу для кабанчиков само то. Не могла пройти мимо вот этих ярких малюток. Да чего ж хороши. Они маленькие, но какие красивые. Конечно же, устроила видео и фотосессии. Да, что до этого я продиралась через заросли, это был детский лепет. Вот сейчас я залезла в реальные дебри. Это вообще капец. Фух. Ломлю. Подутомилась уже. Ох, блин. Когда ж там конец этим дебрям. Фу, ну с камерой, конечно, невозможно идти по таким дебрям. Нужны все конечности раздвигать. Вот эти колючки непонятные. Все, от другого леса меня отделяет тростниковое поле. Довольно широкое. И туда я уже не полезу просто. Поэтому придется где-то искать здесь местечко уже под стоянку. И поле это, я знаю, далеко идет. Это, в общем-то, русло такое уже пересохшее. Тут река когда-то была. Вот. Сейчас воды как бы особо нет. Но все заросло вот этим тростником. Даже подойти ближе не могу, потому что тут заросли. Я уже задолбалась через них продираться. Хотела было к тем белым деревьям на той стороне. Но это сложно. Сняла шапочку. А тут вот такое. Это я так ходила по лесу, называется. Вот это да. Ой, капец. Это надолго. Вот это да. Не ожидала. Ай, ладно, потом буду чистить. В общем, друзья, в лесу. Из дому я вышла в 12. Сейчас 15:37.
Итого, в общем, грубо говоря, 3 часа 40 минут я ходила по дебрям. Лазила, все никак не могла найти место. И вот оно. И потом я поняла, что мне нужно падать уже в любом месте абсолютно, просто его обустраивать. Потому что если я буду еще дальше привередничать, там, искать какое-то идеальное место, то попросту я до темноты прошарахаюсь по этому лесу, и потом будет проблематично ставить лагерь. Но прежде чем ставить лагерь, я хочу перекусить, потому что дико хочу есть. Все-таки почти 4 часа ходила по дебрям. И вот у меня тут сырки. У меня есть кипяточек в термосе Арктика. И вот я сейчас сырков с кипяточком и поем. Потому как реально голодная, и пить хочется. А потом буду устраивать лагерь, готовить, кушать. Скорее всего, уже это будет все делаться в полной темноте, потому как темнеет сейчас рано. Нашла более-менее место такое, как более-менее. Я прошла сотни таких же мест, и мне они казались неподходящими. А тут я уже думала, все, надо останавливаться и место уже своими ручками делать подходящим. С утра был дождь, а к вечеру небо очистилось, и вот я могу наблюдать закат сквозь заросли. А там где-то садится солнышко. И скоро оно скроется. Солнышко, побудь еще со мной. Не могу не поделиться с вами вечерним небом. Жаль, что его закрывают деревья. Небо просто нереально красивое. Такие розовые облака, шикарные просто. Почти пропустила это зрелище за установкой лагеря, так как спешила до темноты все сделать. Но мне еще надо, вот я тент натянула, там у меня гамачок висит, вот, но еще нужно место под костер делать, дровишек поломать, натягать. Ну, они дрова тут все рядом, ходить никуда не надо, просто это как-то облагородить. Вот, и опять небо. Еще чуть-чуть и стемнеет, совсем чуть-чуть осталось. Ну вот и стемнело. Я разожгла костер. Сейчас буду готовить суп с зеленым горошком и сосисками. Такой быстро супчик. Сегодня дощечку не взяла, поэтому все буду крошить в руках. Две картошки, штуки 4 сардельки, сосиски, маленькая баночка горошка и одна луковичка, которую я обжарю в сливочном масле. Даже соль не брала. Думаю, соль с горошка и сарделек, сосисок. Этой соли будет достаточно. Суп очень такой походный. Опа. Вода закипает моментально. Все, картошечка идет вариться. Вот так это
в руках крошится. И сюда идет ломтик сливочного масла. От лучка уже пошел ароматный ароматик, вкуснейший. Горошек. Все, думаю, лучок хватит обжаривать. Слегка обжарили, и ладно. Кстати, пока там картошка варится, надеюсь, она там варится. Да, она варится. Я в лучок, все ж видно. Я в лучок покрошу сардельки. Сардельки ганноверские. Достаточно вкусные сосиски такие, плотные. Так, высыпаю. Ой, сниму с костра, что мучиться над огнем, если можно не мучиться. Так, в суп идут сарделечки. Почему-то я сосиски называю сардельками, ну не знаю. Ну что, картошка готова. Последний штрих. Добавляем горошек. Оба. И получается неожиданно полная кастрюлька. Ну что, мой быстро суп кипит. Думаю, все готово. Так, сейчас попробую, что там на соль, без соли. Ну, конечно, недосоленая. Но между тем приемлемая такая соленость, слабая. Очень такой насыщенный вкус горошка именно. Угу. Буду кушать. Всем приятного аппетита. Сегодня 12 декабря, и днем было плюс 8 градусов. Ночь тоже обещает быть теплой. Не знаю, сколько будет, возможно, 3 градуса, 2, может быть, даже все 5. Но, по крайней мере, мне кажется, этой ночью мне будет жарко. Я взяла запасной теплый свитер, теплые носки шерстяные. Но пока ничего не буду одевать. Просто залезу в спальный мешок и буду спать. Ой, вместо коврика под ноги у меня сегодня скатерть моя. Опаньки. Ну ладно, уже не буду снимать, как я залазю в гамак, а то потом вылазить надо. Так что, наверное, на этом все. Всем спокойной ночи. Утречка. Получилось естественное удобное кресло тут на коряшке. Кладу свою блестящую штуку и очень удобно сидеть. Кресло со спинкой. Вот оно мое сегодняшнее лесное кресло. Естественно, на коряшке получилось.
Вот так вот. Замечательно сидится и делать ничего не надо. На этой стоянке у меня не только природное кресло, а вот еще такая природная вешалка. Много этих крючочков. Можно вешать разные вещи. Очень удобно. Я вчера вечером пользовалась, и вот утром, чтобы на земле не валялось, все вешаю сюда. Но сейчас мне надо сориентироваться, как лучше выходить. Наикратчайший и простейший путь. Так, где там этот? А для этого мне надо включить GPS-навигатор я и не выключила. Забавно. Телефон тратил заряд. Так, ладно. Да что ты там. И включаем андрозик. Определяем, где мы находимся. Там точка, в принципе, стоит. Сейчас спутники поймаются. Кстати, сегодня 13 декабря. Очень тепло. Даже шапку пока не думаю одевать. Вещи собраны. Вот это костровище. Там был гамак и тент. Рюкзачок мой. Все чистенько, аккуратненько. Ничего лишнего не оставляю. Кстати, по карте посмотрела. Это не русло реки, как я думала. Это озеро Ореховое. По-видимому, когда-то здесь была вода. Было реально озеро. Но сейчас все, что осталось. Просто вот поле такое заросшее тростником. Красивый момент, которым я не могу не поделиться. Вот такие грибочки на дереве. И достаточно много. Вышла на какую-то старую лесную дорогу. По-видимому, по ней уже 100 лет не ездили. Иду по ней. И вот понимаю, что, похоже, она меня нехило так от маршрута отводит. Она меня, конечно, куда-то выведет. Но, скорее всего, не туда, куда мне надо. Какое старое красивое дерево. С неба все время капает. Я иду по дорожке. Уже в другую сторону, правда. Так, пора ориентироваться. Вот еще грибами дерево интересно поросло. Видите, как такими чашами разного цвета и разной формы и разного размера. Вон они какие. А я, в общем-то, уже иду напрямую через лес. Все-таки дорожки, которые я выбирала, они вот не ведут в нужном мне направлении. Но без навигатора никуда. Без навигатора я бы тут плутала бы в этом маленьком лесу, круги наматывала бы. Почему-то вот именно такие крупные достаточно деревья растут группами. По 3, 5, 6 с одного места. И мне нравятся вот такие группы деревьев. Симпатично смотрятся. И они еще в основном все такие мощные. Стопудово. То, как я хожу по лесу, никто не ходит. Только что продиралась через эти заросли. Это был капец. Фу. Я страшнее, чем лось. Всегда забавно, когда выйдешь так из леса. И на асфальт. И впереди такая ровная асфальтированная дорога. И даже странно, что ты по ней идешь. Но это такое странное ощущение сохраняется буквально недолго. И тут у меня такая дилемма возникла. Спускаться к Северскому Донцу вдоль Донца пройти, это намного длиннее. Или вот подниматься к Терекону туда и там поверху пройти, это намного короче. И вот что-то я склоняюсь к тому, чтобы сократить свой маршрут. Как-нибудь в следующий раз вдоль Донца пройду. В принципе, все его видели, Северский Донец.
ничего там нового я не сниму. А за сим прощаюсь с вами. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья!